Наверное, у всех есть такой знакомый. Он не тратит много времени на учебу, не особо парится, уделяет много времени своим хобби, но у него все равно отличные оценки по всем предметам. Я сам являюсь таким человеком. Учебе и домашке я уделяю 1-2 часа в день. И сегодня я поделюсь 4 хитростями в учебе, которые помогли мне стать ленивым отличником. При этом последний совет перевернет ваше представление об учебе. Техника Фейнмана. Думаю, каждый не раз о ней слышал, но так и не понял, в чем ее суть. Перенесемся в историю этой техники. Она названа в честь Ричарда Фейнмана, выдающегося ученого, который был не только физиком, но и отличным профессором. Он объяснял материал своим ученикам понятным языком, и все очень хорошо понимали весь материал. Сам Фейнман утверждал так: если вы не можете это объяснить другим, вы этого не понимаете. Руководствуясь данной техникой, я пишу более эффективные конспекты и определяю, понял я тему или нет. Вот это конспект, в котором не учтены правила техники Фейнмана, а это конспект, в котором эти правила учтены. Оба конспекта написаны по одной теме — теорема Пифагора. В плохом конспекте я указал лишь формулировку теоремы. В хорошем конспекте я простым языком записал формулировку, привел 2 примера и улучшил схему. Возможно, это и понятно, что теорема работает лишь для прямоугольного треугольника, и задачи слишком легкие, но я сделал такой конспект, который сможет понять даже ребенок. В этом и заключается техника Фейнмана. Объясните себе материал как ребенку, и вы заметите, что вы его понимаете лучше, и вы запомнили его на всю жизнь. В долгосрочной перспективе более качественные конспекты и постоянное закрепление материала техника Фейнмана сделает из вас академического монстра, и вам не придется переделать работу. Мой второй совет — используйте закон потраченного усилия. Если вернуться к конспектам, во втором примере я потратил больше времени и сил на создание заметок. Дело в том, что есть взаимосвязь между потраченным усилием и качеством знаний. Этот метод не придуман мной, и его интерпретировал не я. Впервые об этом методе я узнал из канала Таблетка саморазвития, вот из этого видео. Но сам я объясню вам эту концепцию более простым языком. В одном университете было исследование. Студентов разделили на 2 группы. В первой группе студенты конспектировали материал с помощью ноутбука и телефона, а во второй группе студентам разрешалось использовать только ручку и бумагу. Хоть студенты из первой группы и записывали больше информации, оценки у студентов второй группы были намного лучше, и обучение было намного более эффективным. Это означает, что чем больше вы тратите усилий, тем лучше вы запоминаете информацию. Студенты из второй группы испытывали боль от постоянного конспектирования ручкой. Им было труднее записывать информацию, однако они запомнили ее намного лучше. Сам я использую данный метод так: читаю учебники, опасаюсь презентации и стремлюсь написать наиболее качественный конспект по предмету. Как и в первом совете, хороший конспект потребовал от меня больше усилий, чем плохой. Третье, что формирует эффективность обучения — рабочее место. Реально, рабочее место сильно влияет на восприятие информации. Представьте, что у вас на рабочем столе бардак. Там и еда, и кружки, и телефон. Вам будет неприятно учиться в таких условиях. Кроме того, внимание будет рассеиваться то на сообщение в Инстаграме, то на книгу, которую хотели прочитать, но отложили. Вот это мой рабочий стол. Тут нет ничего, кроме тетради для планирования, ноутбука и пары книжек. Этот совет, конечно, субъективный, но по опыту многих людей, которых я знаю, организованный рабочий стол сильно влияет на обучение. Итак, 4-й совет очень прост, но по моему мнению он очень важен. Просто понимайте материал на самом уроке или лекции. Да, звучит легко, но у этого совета есть и свои тонкости. Во-первых, место, которое вы занимаете на уроках или лекции. Самое идеальное место — вторые парты. На этом месте у вас будет меньше отвлекающих факторов, вам будет хорошо слышно преподавателя, и у вас также будет мобильность. То есть вы сможете хорошо общаться с ближайшими вам людьми, а это очень важно. Обычно я сам также убираю телефон под парту, чтобы не отвлекаться на уведомления. Я записываю самую важную информацию на уроке и не забываю спрашивать то, что я не понял. И все. Если понять все на самом уроке, даже не придется писать детализированные конспекты, перечитывать книгу. Нет, это не нужно. Все очень и очень просто. Итак, спасибо за просмотр видео. Я поделился теми советами, которые сделали из меня ленивого отличника. Подписывайтесь на канал, ведь я рассказываю о своей жизни, делюсь важной информацией и не забываю приправить все это эстетикой. До скорых встреч!